Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 21 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. На востоке Турции 20 мая произошло сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в провинции Малатья, в районе Баттал-Гази, ровно в 9 часов утра по местному времени. Очаг залегал на глубине 7 километров. Из-за такой близости к поверхности сильная волна докатилась сразу до 8 соседних регионов, включая Кахраман-Мараш, Газиантеп, Элязыг и Адану. Власти Малатьи объявили об экстренной эвакуации учебных заведений. Занятия в школах отменили до конца дня. Примерно через 1,5 часа в регионе зафиксировали повторный толчок магнитудой 3,6. Кроме того, городские службы сообщили о помутнении питьевой воды из главного источника Гюндуз-Бей, из-за чего местных жителей призвали временно использовать воду с осторожностью. По официальным данным Управления по чрезвычайным ситуациям, серьезных разрушений и жертв нет. За медицинской помощью обратились 74 человека. В основном люди пострадали от паники и легких травм при спешной эвакуации. Сейсмологи подчеркивают, что избежать масштабных разрушений помогли строгие строительные нормы, введенные при восстановлении региона после катастрофического землетрясения 2023 года. На юге России бушует циклон, принесший ливни и разрушительные паводки. Настоящее стихийное бедствие развернулось в Краснодарском крае, где под удар попал Усть-Лабинский район. Из-за выпавших осадков с возвышенностей сошел мощный селевой поток, который вместе с грязью и камнями хлынул прямо на городские улицы и дороги. Ситуация критическая. В районе затоплены десятки жилых домов и придомовых территорий. Спасатели МЧС работают в экстренном режиме. Им приходится буквально на руках эвакуировать маломобильных граждан и местных жителей из затопленных зданий. Вода зашла в жилые помещения, нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и огородам. Стихия стремительно расширяет географию. Удар непогоды принял на себя и Ставропольский край. В Кисловодске после экстремальных дождей образовался огромный грязевой водопад. Мощные потоки воды и грунта на огромной скорости срывались со скалистых склонов медовых водопадов, создавая пугающее и одновременно завораживающее зрелище. Городская ливневая канализация едва справлялась с колоссальными объемами поступающей воды. Хлынувшие грязевые массы местами перекрыли пешеходные зоны и размыли ландшафтные элементы, усложнив движение по улицам. Синоптики предупреждают, что расслабляться рано. Штормовое предупреждение продолжает действовать. В южных регионах сохраняется высокая угроза новых подтоплений, шквалистого ветра и дальнейшего схода оползней. Настоящее индийское чудо, в которое сложно поверить, если бы не кадры с камер видеонаблюдения. Местный фермер занимался ремонтом своего трактора с прицепом на территории частного домовладения. Для запуска двигателя мужчина решил замкнуть контакты на аккумуляторе напрямую, однако не убедился в том, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении. Машина стояла на скорости. Сразу после запуска двигателя трактор поехал вперед и переехал фермера, проехав при этом по телу и голове, а после потащил за собой. Находившийся поблизости очевидец быстро сориентировался в ситуации и остановил транспорт. После остановки трактора пострадавший через несколько секунд самостоятельно поднялся на ноги и покинул место происшествия без посторонней помощи. Прибывшие медики осмотрели мужчину и не обнаружили у него тяжелых травм. Фермер отделался незначительными ссадинами и ушибами. «20 мая шквальный ветер, грозы и град атаковали сразу несколько регионов Украины. В Чернигове ураганный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал элементы конструкций с крыш. Но самый резонансный инцидент произошел в Полтавской области. В селе Рассошинцы под Полтавой шквал экстремальной силы повалил строительный башенный кран на одной из площадок. Спасатели и экстренные службы оперативно выехали на место происшествия для ликвидации последствий и проверки информации о пострадавших. Синоптики предупреждают, что первый уровень опасности объявлен в большинстве областей, а нестабильная погода со шквалами до 20 метров в секунду задержится еще на сутки. Жителей призывают не парковать машины под деревьями и оставаться в безопасных местах во время непогоды.
На юге Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки были зафиксированы 20 мая в 11:46 по местному времени. По данным японского метеорологического агентства, эпицентр находился в Тихом океане у побережья главного острова префектуры Окинава. Очаг залегал на глубине около 50 километров. Наиболее мощные толчки ощутили жители островов Амами, принадлежащих префектуре Кагосима. На острове Йорон интенсивность сотрясений достигла отметки 5 по японской 7-бальной шкале сейсмической активности. При такой силе людям трудно удерживать равновесие без опоры, а со стен и полок может падать незакрепленная мебель и посуда. Для Йорона это землетрясение стало самым сильным с начала ведения наблюдений в 2007 году. В местном спортзале и старшей школе обрушилось несколько потолочных панелей. На главном острове Окинава сила толчков составила около 3 баллов. На данный момент сообщений о пострадавших или критических разрушениях инфраструктуры не поступало. Специалисты предупреждают, что в ближайшие несколько дней в регионе сохранится высокая вероятность повторных толчков аналогичной силы и призывают жителей сохранять бдительность. В Республике Тыва резко ухудшились погодные условия, из-за чего на дорогах региона сложилась опасная обстановка. На федеральной трассе Р-257 Енисей в районе перевала Адар-Тош проезжую часть сильно замело снегом. Для ликвидации последствий непогоды дорожные службы задействовали спецтехнику, а спасатели МЧС России направили дополнительные машины из Кызыла и Шаганара для расчистки и подсыпки дорожного полотна. В настоящее время заторов на перевале нет, однако выезжать лучше на зимней резине. Согласно сводкам метеорологов, высота снежного покрова в населенных пунктах Мугур-Аксы и Сосновка составляет 1 сантиметр. В селе Хову-Аксы намело до 5 сантиметров, а в соседнем южном районе Красноярского края на метеостанции Оленья речка зафиксировано 16 сантиметров. МЧС Тувы просит водителей быть предельно осторожными на опасных участках дорог. В Гонконге мощный шторм спровоцировал сильное наводнение. Вечером 20 мая Северный округ новых территорий принял на себя основной удар стихии. В районе Фанлинг и соседнем Шуншуй всего за 2 часа выпало более 120 мм осадков. Метеорологическая обсерватория ввела янтарный уровень опасности, предупредив, что интенсивность ливней местами превышает 100 мм в час. Бурные потоки воды мгновенно затопили низины, превратив оживленные дороги в бушующие реки. В Фанлинге на улице Пингче-Роуд в ловушке оказался рейсовый автобус. Вода хлынула прямо в салон, заставив испуганных пассажиров забираться на сиденье. На Фан-Кам-Роуд, где глубина затопления превысила полметра, спасатели эвакуировали 13 человек из застрявшего микроавтобуса. На фоне разгула стихии водители бросали глохнущие автомобили посреди затопленных парковок и туннелей. Сегодня пожарные и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды. Катастрофическое наводнение затопило уезд Шимен в центральной провинции Хунань. Китайские власти экстренно ввели 4-й уровень реагирования на стихийное бедствие после того, как в регионе выпало рекордное за всю историю количество осадков – почти 340 мм за 24 часа. Потоки воды буквально смывали на своем пути автомобили, разрушали мосты и затапливали жилые кварталы, заставив местное население спасаться на крышах домов. На данный момент официально подтверждена гибель 5 человек. Еще 11 местных жителей числятся пропавшими без вести, а поисково-спасательные операции не прекращаются ни на минуту. В уезде подтоплены десятки деревень, парализовано транспортное сообщение, нарушено электроснабжение и полностью закрыты школы. Спасатели на надувных лодках и бульдозерах уже эвакуировали в безопасные районы более 19 тысяч человек. Синоптики предупреждают, что дождевой фронт смещается вдоль русла реки Янцзы, поэтому в регионе остается угроза новых оползней и затоплений. На Забайкалье обрушился торнадо. Мощный воздушный смерч пронесся по частному сектору в Петровск-Забайкальском.
На улице Енисейской стихия сорвала кровлю частного дома. Ветер поднял тяжелые металлические листы в воздух и раскидал их по всей округе, оставив хозяев без крыши над головой. Местные жители признаются, что такие вихри для региона огромная редкость. По предварительным данным экстренных служб, пострадавших и погибших нет, однако масштаб ущерба соседним постройкам еще предстоит установить. МЧС уже выпустила экстренное предупреждение для жителей Забайкальского края о дальнейшем усилении ветра в регионе и призывает людей быть предельно осторожными.